Добрый вечер! Рада приветствовать всех на Smart Talks 233 Microsoft SharePoint. Давайте познакомимся. Я фронтенд-девелопер в компании Smart Business, занимаюсь веб-девелопментом, кастомизацией платформы SharePoint под требования клиентов, разработкой продуктов в компании, ну и так далее. Сегодня тема моего доклада – это SharePoint Extension, SPF Extension. Теперь о чем же конкретно поговорим. Это что такое extension, типы extension, необходимый минимум, который вам нужен для работы с SPFX, то есть программы, пакеты, которые вам нужно установить. И сделаем с вами, разработаем один из типов экстеншенов. Что же такое extension? Это client-side, то есть клиентский компонент, который выполняется в контексте страниц SharePoint. Чтобы подробнее разобраться, что это, я предлагаю все-таки на сравнении с всем известным веб-партой. Если веб-парта — это как сегменты, кирпичики, из которых состоит наша страница, и они взаимодействуют с компонентами SharePoint только в рамках этой страницы, то extension, наоборот, он как раз взаимодействует с компонентами SharePoint в рамках всего сайта. И это нам как раз-таки помогает в случаях, когда нам нужно сделать меню, колон-титулы и тому подобное. То есть когда одна логика для всех страниц на сайте. А теперь плавно перейдем к типам экстеншенов. Это Application Customizer, то есть настройщик приложений. Это тот экстеншен, который позволяет на всех страницах вам записать какой-то HTML, например, добавить, как я уже говорила, колон-титулы или меню, или футер, или, например, там, да что угодно. Например, уведомить пользователя, что этот браузер, который он использует, уже не поддерживается, и посоветовать использовать другой для корректного отображения вашего приложения. Что угодно, это вот как раз все, что связано, грубо говоря, с каким-то встроенным HTML или чем-то таким, это Application Customizer, если коротко. Field Customizer, то есть настройщик полей, списка, это тот экстеншн, который вам поможет кастомизировать любое поле списка, библиотеки документов, если нужно его выделить как-то или что-то с ним сделать. List View Command Set — это тот экстеншн, который позволяет вам добавлять кнопки в Command Bar, то есть в панельку в списке с всеми кнопками в списке или библиотеке документов. Кто пользовался более ранними версиями SharePoint, то знают это как Custom Action. Теперь я вот очень коротко на скриншотах просто хочу продемонстрировать, что могут эти экстеншены. Как я говорила, Application Customizer — это вставка какого-то HTML или чего-то вот на весь сайт, например, затронутые колон-титулы, меню и тому подобное, или же если вы хотите проностальгировать и вот сделать такое праздничное настроение, то вы можете использовать Application Customizer. Кстати, те вот примеры, которые я показываю на скриншотах, в полезных ссылках вы можете найти, и там подробно написано, как реализовать тот или иной компонент. Так, дальше Field Customizer — это, как я говорила, с ячейками, с колонками списка. То есть, если, например, вам нужно что-то выделить каким-нибудь таким ярким цветом вырви глаз, например, если у вас там какие-то не сходятся параметры или у вас минусовое значение по доходам, и вам нужно уведомить красным, например, или каким-нибудь другим, то стандартный SharePoint это не позволяет сделать. Точнее, он позволяет, это называется JSON-колонки, когда вы прописываете отдельный JSON. Но также вы можете использовать extension. Более того, extension, вот вы еще можете процентное соотношение задать, чтобы было не просто число, а хотя бы понимание. И вот чем отличается как раз от JSON-колонок, это тем, что можно также сделать поп-ап, возможность открытия поп-апа по нажатию. И
Тот экстеншн, который мы будем пробовать с вами реализовывать сегодня, это лист View Command Set. Это добавление, как раньше назывались Custom Action, то есть кнопки какие-то в нашу панельку инструментов. Чем удобно? Это тем, что иногда нас полностью... Все знают, что вот таблица в SharePoint, она максимально удобная. Там есть все, там она очень удобно представлена. И если нам, например, необходимо сделать одно дополнительное действие, которое не предусматривает стандартный функционал SharePoint, то чтобы не разрабатывать отдельную веб-часть и потратить 100-500 часов на реализацию уже готового функционала, который есть в SharePoint, мы просто можем добавить одну кнопку, на которую навесить необходимую логику. Более того, мы вот можем ее отобразить, чтобы она была отображена как по нажатию на один айтем, на несколько, видно, не видно. В общем, это все мы задаем. Теперь перед стартом разработки я хочу напомнить, что нам нужно установить для разработки SPFX. Это Node.js и, внимание, нам нужна версия именно 10.15.3, так как она стабильно работает. Хотя все знают, что уже на данный момент есть стабильная версия Node 12 и уже 14, но все же Microsoft рекомендует именно 10-ю версию. Иначе у вас могут быть ошибки при сборке пакетов. Также нам нужен NPM, Node Package Manager, Yeoman, Gulp, генератор SharePoint и VS Code или любой другой редактор. Но мне, например, удобно работать с VS Code. Это вот мой прям best of the best редактор. Здесь представлены линки, презентация будет выложена, поэтому вы потом можете перейти по них. Здесь линки на официальную документацию, на разные туториалы, а также на примеры, которые вы видели на скринах. Так, и я уже развернула экстеншн для того, чтобы не тратить время сейчас на презентации. Поэтому коротко пройдемся. Вы уже разворачивали, скорее всего, парты, поэтому знаете, что здесь выбирать. Solution Name, SharePoint Online. Также можно, в принципе, и сервер-версию выбирать, смотря на чем вы разрабатываете, для чего, для облака или для on-prem. И еще хочу обратить внимание, что если для веб-парта очень часто мы ставим, мы разрешаем видимость этой веб-парты на всех сайтах тенанта, то для экстеншена я бы рекомендовала здесь ставить нет, потому что если веб-парта вам просто нужно добавлять на страницу, то условно ничего страшного, если он будет доступен на страницах, на сайтах тенанта, то вот с экстеншеном лучше так не делать. Так, и вот нам представлены, и выбираем среди 3 компонентов client-side именно extension, и выбираем из 3 видов list view command set. Ну, я уже его выбрала, назвала, развернула. И еще, кто первый раз разворачивает, то вам желательно, вам нужно обязательно сделать gulp terrace dev cert, это только под первый раз, потом, когда вы будете разворачивать, уже не нужно. Если вы нажмете эту команду, ничего страшного, но она уже будет не нужна. Так, и еще я в развернутом своем приложении уже поменяла вот эти ссылки. Смотрите, в конфиге, в файле serve есть такое поле, как page URL, куда мы записываем ту страницу, где вы хотите тестировать ваше приложение. То есть в данном случае у меня, это стандартная, у меня страница там, где лежит мой список, где я хочу тестировать эти кнопки. Точно так же это работает и с веб-партами. Вы можете здесь указать страницу, где вы хотите дебажить, и вам тогда не нужно, только там еще условия, вам нужно будет дописывать определенное значение. Я, кстати, могу в презентацию потом добавить его, если нужно, чтобы не пересобирать кучу раз пакеты, разные версии, устанавливать. Вот это прям очень простое решение. Вы сейчас увидите, когда я запущу Gulp. Так, и давайте будем использовать это. Так, вот мое. Как я говорила, в файле serve я уже поменяла вот эти вот page URL. Сразу хочу заметить, вот как я сказала, для веб-парт вы тоже можете поменять, но только в конце URL вам нужно будет доставить
Вот такое вот значение. Это есть в документации Microsoft. Если вы поищете, оно вам разрешает на собранном пакете открывать дебаг-версию, то есть без перезаливки. Это очень удобно для разработки. Если вам особенно нужно что-то поправить мелкое, не разрабатывать целиком. Так, урлы мы поменяли, отлично. И переходим в манифест. Здесь мы видим items, и вот команды. Command 1, Command 2 — это наши кнопки. То есть по дефолту extension нам развернул две кнопки. Ну, так и будем. Окей, пусть у нас будет две кнопки. Например, нам нужно это по бизнес-сценарию. Вы также можете одну, две, три, неважно, сколько вам нужно. Так, например, я хочу кнопку Send. Так, ее назвать. Здесь мы пишем, это ID-шник кнопки, который везде будет при каждом клике нам показывать, какой же экшен случился. А здесь мы уже название нашей кнопки пишем. То, что будет видеть юзер. Дальше, обратите внимание, здесь есть icon image URL. К сожалению, мы не можем использовать friendly name иконок фабрика. Microsoft работает над этим, чтобы реализовать. И мы не можем использовать URL относительный, только абсолютный. И так как абсолютный URL — это bad practice, то единственный выход, который нам остается, это картинку нашу преобразовать в формат base64 и вставить. Я уже параллельно разворачивала этот проект сегодня, поэтому для того, чтобы нигде не ошибиться, мне лучше, если честно, будет копировать эти все штуки, так как бывает такое, что я одну букву случайно нажму не так и буду разбираться и тратить ваше время. Так, approve, и я просто так вот скопирую, чтобы не играться. Так. Угу. Вот, и заменяем. То есть мы вставили нашу картинку в формате base64, назвали кнопки и задали им ID-шники. Сохранили файл. Переходим в наш TS-овский файл. Что мы здесь видим? Вот наша Command 1, и Command 2 — это те кнопки, которые ID-шники были дефолтные. Так как мы их поменяли, то сразу, чтобы не забыть, меняем их и здесь. Command 1 у нас approve, Command 2 у нас send. Так. Я предлагаю запустить и посмотреть, что будет, и дальше пойдем. Ой. Так, да, что такое gulp surf? Запускаем gulp surf. Нам сейчас откроется в браузере наша страница, наша дебаг-версия. Мы нажимаем load debug script. Так, что-то не так, сейчас секундочку. Load debug script, слишком много, наверное, запущено у меня на ноутбуке. И вот мы видим нашу кнопочку send, но мы не видим нашу кнопку approve. Вот мы нажимаем на item, и появилась approve. Что будет при нажатии? У нас какое-то, наверное, окно должно выскочить. Не выскакивает. Ну, бывает. Так, хорошо. Вот у нас есть метод, который позволяет устанавливать видимость этих кнопок. То есть здесь установлено конкретно, что кнопка Approve будет... еще здесь бы хорошо было бы Approve написать. Approve. Да. Так. Вот. И вот. Так. И это означает, что эта кнопка будет видна на всех списках, если выбран один элемент. Так как вторая кнопка здесь не описана, то она по дефолту видна просто на всех списках. Если нам, например, нужно реализовать этот функционал только для одного списка, то мы можем просто поставить проверку, а находимся ли мы на этом сайте, на этой странице. Сейчас. Это просто можно сделать с помощью урлов. И так, я сейчас скопирую, чтобы миллион раз не возвращаться. И
И расскажу. Так, вот мы берем URL из контекста серверный и сплитим его. И это у нас получается название нашего списка, только его сервер name, internal name этого списка. И все значения, конечно, лучше выносить в константы. Просто так как у нас тестовое сейчас мы разрабатываем, поэтому оно все захардкоженное, чтобы было видно. Но так не делайте никогда. Все в константы. Так, что мы здесь написали? Мы проверяем наши кнопки. Обязательно еще нужно вот такую штуку сделать. Устанавливаем им видимость. Если мы находимся на сайте этого списка, и еще, кстати, обратите внимание, всегда приводите в один регистр, или lower, или uppercase. И если выбрано больше одного элемента, то эти кнопки будут видны. Проверяем. Так. И еще раз я даже обновлю. Вот, выбираем элемент, кнопки видны. Если мы его не выбираем, кнопки не видны. Еще, кстати, обратите внимание, в SharePoint, кто не обращал на это раньше внимание, вот здесь есть такие 3 кнопки, которые скрывают элементы. Те кнопки, которые не поместились. Вот, например, если мы выбрали, а кнопок нет, то они где? Они просто вот скрыты вот здесь. Это то же самое, просто адаптация такая от SharePoint. Так, супер, кнопки прикручены. И вот алерты — это стандартное по дефолту окно, которое открывается при нажатии. Вот этот текст, он написан, кстати, сейчас в сервер. Вот сервер, вот он, этот текст. Это просто для теста, он вам не нужен. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю получить выбранные айтемы и отрендерить их в модальном окне и спросить, нужно апрувнуть, нужно подписать. Но чтобы долго не затягивать, мы только будем делать для отправки, например. Для этого я просто скопирую папку с компонентами и покажу, что в них, чтобы долго не разбираться. Так, вот наша папка компоненты. Я ее копирую к себе в проект. Так, мой custom button, вот. Past. Здесь я скопировала компоненты модальных окон, точнее того, что внутри модального окна будет для approve, ничего, там просто единички. И send — это вот уже такое, что-то минимальное набросала, похожее на компоненту. Но нас интересует конкретно вот root dialog. Ну вот то окно, которое мы открыли, dialog alert, это окно такое, оно дефолтное, оно нам не подходит ни по размерам, ни тем, что там написано alert или prompt. То есть это вот то, что мы не используем. Это чисто дефолтное проверить работоспособность. Лучше использовать классовый компонент, который экстендится от base dialog. У него есть куча своих методов полезных. Это show для того, чтобы его открыть. Это close. Вот, там, ну, он может отрендерить в дом и тому подобное. Поэтому он нам подходит больше. И поэтому я создала классовый компонент, который от него унаследован. Его мы подключаем сюда. Так, в наш TS-файл. И сейчас покажу, что мы сделаем. Я просто решила пойти по ускоренной программе, чтобы никто не устал и не заснул, пока это все набирается, как обычно. Так, вот. Ой, лишняя скобка. Лишняя скобка, вот. Угу. Да. Все, есть. И подключаю root dialog. Import. Import. Вот. Dialog. From components. Root dialog. И у нас нет папки, правильно, все. Так.
Все, мы его подключили, ура. Что мы сделали? Смотрите, когда... Что нам нужно? У нас есть 3 метода init. Init — это когда наше инициализируется приложение, то есть extension. Что я часто делаю? Я здесь оставляю для себя пасхалку. Когда я опубликую свой экстеншн, то понимать, он опубликовался или нет, потому что бывает такое, что ты вроде бы опубликовал везде на Тенанте, на сайт коллекции, все вроде бы хорошо, но он не применяется. И для того, чтобы понять, что же случилось, заинитился он или нет, то я обычно вот это вот делаю одну пасхалочку. Дальше у нас есть метод, который для нас позволяет разруливать нашу видимость кнопок, на каком списке, сколько элементов должно быть выделено. Это нам полезно для того, чтобы один экстеншн развернуть для всех кнопок разных списков. То есть не делать для каждого списка, например, там свой отдельный экстеншн, это очень много хранить пакетов, а все в одном, это полезно, и это вот этот метод, который onListViewUpdate. И следующий onExecute — это когда по нажатию на кнопку он начинает выполняться. Он принимает в себя event. Я вам сейчас покажу, что собой является event. И дальше уже от этого мы пляшем. Сейчас покажу просто, что в него входит. В него входят сами айтемы, которые выбраны. В него входит ID-шник кнопки. И с этой информацией мы можем дальше работать. То есть, например, нам полностью отображаются все поля выбранных айтемов в таблице. То есть нам не нужно, например, делать дополнительный запрос для получения какой-то информации с этих айтемов. Мы просто по клику можем сразу запускать какое-то API, получать, например, там, отправлять на сервер что-то, например, какой-то approval или send или что угодно. Вот, без лишних запросов. Так, все вроде обновляем. Так, и еще разочек лучше обновить. Так. И еще хочу заметить, SharePoint всегда подгружает свои дефолтные кнопки, компоненты первыми. И только потом он запускает загрузку кастомных веб-арт экстеншенов. Поэтому то, что оно чуть-чуть может вот потом подгружаться, это нормально. То есть вы с этим ничего не сделаете. Вот вызвалось наше модальное окно. И что мы имеем в консоли? Вот наш event, который по клику, который, вот, как я говорила, собой является ID-шник кнопки, которая нажата, и рядки этого списка, который выбран. И вот айтемы. И здесь мы можем вытянуть абсолютно всю информацию. То есть здесь все, ID-шник, все поля, контент-тип. То есть, например, мы по ID-шнику контент-типа можем определить, это айтем, папка выделена или что угодно. Вот, ну, то есть максимально расширенная информация. Потому что, по-моему, в Custom Action'ах только можно было ID-шник получить, если я не ошибаюсь. Я вот уже не помню. Здесь полное. Так, хорошо, возвращаемся на наш код. И смотрим, что мы сделали. Значит, мы получили наш event, посмотрели, какой же action, это event item ID, и дальше мы собрали наш собственный массив из тех выбранных рядков для отображения. Для отображения по бизнес-сценарию нам, например, нужно отобразить только ID, title. Если, например, у нас очень большой список, пользователь выбирал разные там рядки, и чтобы компактно ему отобразить, вот вы точно хотите эти апрувнуть строки или отправить. Вот. Поэтому для этого мы собираем их в объект и массив, и дальше передаем в наш root dialog, который мы создали на основе base dialog, и передаем action для того, чтобы там уже разрулить, какой открывать сценарий. И, как я говорила, у нашего диалога есть метод show, это родительского. Так, переходим в наш root dialog, приняли, и мы посмотрели, какой это action. Тоже здесь лучше использовать, конечно, enum, но здесь мы обошлись просто вот пока стандартными строками. И вот наш send, мы написали наше сообщение, условно, тоже, которое лучше взять с
констант. И вот наш компонент, который вот здесь мы создали. Передаем сюда наши айтемы, метод для закрытия окна, который закрывает наш base dialog, вот superclose, и message какой-нибудь. И дальше передали в React DOM наш компонент, и он отрендерился. В send форме, ну это просто компонент, который я сделала для того, чтобы хоть как-то отобразить более-менее похожий сценарий, который принимает в себя строки, рендерит вот такую табличку симпатичную. И если вы нажали ОК, то будет вам success. И еще раз пройдемся по сценарию. Вот мы нажимаем Yes, Wow, Success. Мы создали с вами только что extension, который добавляет кнопки, но он пока у нас работает на localhost. Что нам нужно? Так, сейчас нам нужно сайт. Так, apps. Заходим в app-каталог, и нам нужно опубликовать наш extension. Для этого мы останавливаем наш gulp surf, запускаем команду gulp bundle ship. Собирается наш bundle. Благо у нас экстеншн небольшой, поэтому он недолго будет собираться. Так. Я вижу, по таймингу влаживаюсь, все хорошо. Так, и gulp package solution ship. Так, собираем пакет. Он у нас находится в папочке SharePoint, которая вот собралась в солюшенах. Так, отлично. Теперь нам нужно открыть эту папку. In File Explorer. Вот наш пакет. Так, сейчас будем выкручиваться чуть-чуть. Все хорошо. Так, перетаскиваем, публикуем. Я напоминаю, что мы нажали No, когда спросила сделать доступным для всех сайтов тенанта, поэтому у нас тут нет никакой галочки, что про доступность на сайтах просто задеплоили. Дальше мы переходим в наш сайт контент и добавляем application наш. Так, My Custom Button, вот. Мы добавили его на сайт коллекта. Что такое? На сайт коллекцию. Теперь мы можем нашу страничку с нашим списком открыть и проверить, установился ли extension. Так, F12. Смотрим extension ок или не ок. Вот, extension is ок. Отлично. Как я вам напомню, gulp surf мы не запускали, то есть это уже работает для всех клиентов на этом сайте, на этом списке. И вот мы можем, например, отправить, ну, условно отправить, давайте все так, чтобы красиво была таблица, отправить yes, success. Так, на этом все. В презентации я эти все шаги добавила, чтобы они остались, вот, какие, где находятся кнопки, что мы нажимаем, что методы эти означают, какой компонент, класс мы используем. Поэтому thanks for your attention. Вопросы какие-то, может, будут?
вопросов у нас нет. Отлично. Тогда я желаю вам хорошего вечера. Я надеюсь, вам было интересно, и вы будете использовать этот тип экстеншена у себя в SharePoint. Спасибо.